В далеком 1504 году Иван III созвал своих помощников, чтобы составить важное завещание. Он делил между своими детьми города и волости, расположенных вдоль Угры и ее окрестностей. Представляете, сколько времени прошло с тех пор? Какие-то из них давно заросли лесами и полями, а какие-то превратились в современные поселения. Но строиться на современный лад они стали куда позднее. Одно из таких поселений начало зарождаться в 1954 году. В 1964 году ему было присвоено гордое звание поселка. Детские сады, школы, больницы – все строилось и расцветало. Но с развалом Советского Союза разваливаться начали и некоторые объекты инфраструктуры. Некоторые из них перестраивались на новый лад, обретали современный вид, но какие-то пропадали в запустении. Про них забывали люди, переставали посещать эти места. Но какими бы ни были заброшенными эти здания, в них по сей день сохраняется энергетика прошлых мест. И если, например, это детский сад, то там спустя годы можно было услышать детские голоса и увидеть яркие картинки на стенах. А если это больница, где люди умирали или чувствовали боль? А если это морг? Какая там энергетика? Несложно догадаться. Конечно, в больницах радости не меньше. Люди выздоравливают, рожают детей, но сегодня речь пойдет не об этом. В одном из таких мест удалось побывать и нам. Говорят, что там до сих пор слышны стоны тех, кто прощался с жизнью в этих стенах. Возможно, их души могли успокоиться с годами, но из-за ужасных обрядов, которые там проводятся местными и приезжими, души не могут покинуть здание и остаются заперты в нем навечно. А вы верите в такое? Я хоть и скептик, но такие истории меня всегда интересуют, и их хотелось бы проверить прямо на месте. Ведь с привидениями я еще ни разу не встречался. Если честно, очень страшно. Очень. Призраки этого места, ответьте нам. В общем, ребят, была идея поехать в усадьбу. Усадьба находится в Юхнове, в Калужской области. Находится она не в Юхнове, а в Юхновской области как раз. Или район, Юхновский район. Получается. В общем, суть не в этом. Суть в том, что мы почитали, когда в интернете об этом, скорее всего, мы это не узнали и, возможно, узнаем. Возможно, все-таки доедем до туда по возможности, так как не первый раз я уже говорил о том, что если бы была бы своя машина и быстро можно было куда-то домчать, естественно, мы проверили бы, съездили достоверность, так сказать, фактов, которые написаны были в интернете. Вот. Но так как этой возможности нет, мы не стали рисковать, и вместо того, чтобы отправиться в усадьбу, мы приехали кое-куда пострашнее. В общем, ребята, мы приехали в заброшенную больницу и заброшенный морг, который тоже находится в нашей области, чтобы проверить всю эту местность на предметы паранормальных явлений. Здесь ходит очень много легенд, что здесь кого только не водится. В общем, приехали проверять. Как мы это будем делать? В общем, ситуация такая. Мы взяли с собой несколько предметов, которые нам помогут развеять миф о том, что здесь существуют какие-то призраки, духи и прочее, так как это морг, это больница, по-любому здесь много было смертей и каких-то летальных исходов, как говорится, прям на операционном, может быть, столе. Я не знаю, существует здесь какая-то реанимация или что-то в этом роде, но говоря о том, что здесь есть морг, значит, по-любому здесь находились трупы. Вот. И как бы их души, возможно, где-то застряли среди этих стен. И мы хотим это проверить. Что у нас с собой есть? Это 2 свечки. Зеркальце к нему. Мы постараемся вызвать духа, или кого тут, кто тут может обитать.
Второе. Мы попробуем сесть в каком-нибудь укромном местечке и, затаившись, прислушаться к тому, какие звуки здесь могут быть. Ну, что мы там услышим? Вой или слова какие-то? Ну, вообще, да, здесь же ходят легенды о том, что здесь как будто бы по ночам люди слышат какие-то плачи, стоны из этих заброшенных корпусов. Ну, видимо, людей, которые здесь как раз-таки умирали когда-то. Но помимо тех людей, которые здесь умирали, здесь очень много орудуют всякие сатанисты, которые тоже вызывают своих сатанистских духов. Подпитали тем, да. что даже если духи эти были здесь упокоены там в каком-то смысле, то они этими своими ритуалами их в любом случае призывали, притягивали. Вот. Мы как раз это и попробуем послушать. У нас есть 2 рации, и мы по этим 2 рациям включенным будем пытаться уловить эти шумы по разным каналам. Может, не призрака, но какого-нибудь охранника мы точно должны услышать. Вот. В общем, мы дожидаемся сейчас темноты. Мы приехали чуть-чуть заранее, чтобы оглядеться вообще, насколько это возможно здесь, съемки проводить, есть ли охрана или вообще какие-то люди потусторонние. Говорю. Посторонние люди. Ну, в общем, есть ли возможность отснять здесь материал или нет. Вот, как оказалось, в принципе, можно. Так, ну что ж, мы начинаем. Блядь, если честно, очень, блядь, светло. Так вот. Сейчас мы, так вот. Во. Если честно, очень страшно. Очень. Но мы отправляемся в путь, в эту заброшенную больницу. Ну вот у нас и первый этаж. Кстати, очень странный вход, если говорить об этом. Нифига у тебя ярко. У меня ярко, да. Слушай, ну если представлять, что это была больница, то в целом это просто как коридорчик какой-то, я думаю. Да, вообще говорят, то, что в этом месте, именно здесь, был роддом. Так что вот служебное помещение, к примеру, какое-нибудь. Служебное помещение роддома. Мне сложно представляется такой вход, такое окно, зачем-то вот этот непонятный вход. Ладно, пойдем дальше. Здесь вообще как будто бы как это типа работало, то есть туалет, через туалет вход. Через туалет вход сюда. Вообще непонятно, что это. Непонятно, да. Опа! Сразу на входе нас встречает пися. Да нет, да, там на том входе тоже уже встретили. Охренеть, ребят, вы просто посмотрите туда вдаль. В общем, вот такая вот. Слышу. Так вот. Вот еще один выход. Кстати, да, здесь очень много входов и выходов. Если здесь кто-то и зайдет, не, это вода капчет, то он зайдет из любой дверки. Опа! А вот вам и лифт старый. Ничего себе. Шахта. Да, шахта старая, короче, которая, видимо, пациентов на тележке поднимала. Это уже больше было. Угу. Это очень все равно страшно в плане того, что осознавать, сколько здесь всего происходило. То есть представь, когда ты вот здесь за окном, это что-то типа регистратуры, знаешь, как будто бы, или там, где анализы сдают. Да, возможно, как в лаборатории. В общем, наша задача здесь найти укромное место. И так как здесь говорят, что происходит, мы будем делать первый челлендж, скажем так, который
который мы запланировали. То есть поставить зеркальце, найти укромное место. Но здесь еще один выход, ребята. Там стена вообще пробита. Так, дойду до конца. А где здесь капало-то? Нету здесь, что ли? Из этих балок капает. Сейчас представляю какой-нибудь здесь шутник, блядь. Такой, хей! А это я вас напугать хотел. Ладно, пойдем на второй этаж. Здесь, видимо, вот эти стекла, да, были целиком? Ну, возможно, панорамные. А, еще, знаешь, такие толстые синие, да, такие стекла. Так, вот. Я, пожалуй, пропущу. Второй этаж. Слушай, смотри, как круто, прикольно выглядит вот этот вот. Как будто бы маленький призрак, смотрите. Каспер. Два глаза. Дух такой. Так, если честно, заходить в какие-то... Опа, ничего себе. Вот здесь вот, кстати, прикольно выглядит. Смотрите, здесь еще старая плитка. И она до сих пор, блин, держится. То есть я бы назвал это, наверное, самое место, которое сохранилось больше всего. Ну, кстати, удивительно, что плитку тоже не поотбили, не позабирали. Опа, какие-то надписи. Ну, короче, очень непонятное место, почему оно такое узкое. Ну, типа, что здесь такого могли делать? Оно очень разделено и на очень узкие проходы. Скорее всего, мне кажется, это и есть туалет. Это от работающей, по-моему, станции. Блять, вот как ты говорила. Ё-моё, вот эта надпись, короче, пугает очень жутко. Потому что если посмотреть из-за угла, вот так вот, то кажется, как будто там что-то, кто-то. Вот, да. Очень внезапный элемент, блин, декора. В принципе, мы ее почти все обошли. То есть я имею в виду первый и второй этаж. Вот у нас, кстати, шахта. Если смотреть на нее со второго этажа. То есть бах, вот так вот выезжали. Хубана. И вот все, приехали. Здесь по большей части, ребят, вот, кстати, здесь плитка. С осторожностью ходишь именно из-за того, что думаешь, что кто-то может прятаться, блядь. Ну, либо быть тут, либо, блядь, тусить, я не знаю. Хотя мы, наверное, бы услышали. Просто я не думаю, что человек один. Опа, вон что-то летает, летучая мышь, походу, или птичка. Видишь? Да, вижу. Улетела. А может быть, это и не птичка. Мышь летучая, это вообще не очень радостная. А может быть, это и не мышь даже вовсе. Третий этаж. Вот так выглядит. И вот там, ребят, мне кажется, самое-самое жуткое, что может быть вообще. Тут, короче, проход наверх, но там, наверное, ничего нету. Ёшкин. Вот здесь из-за того, что здесь предметы, которые, ну, не старые, да, уже временем, так сказать, кажется, немножко все иначе. Ну, это действительно максимально жуткий этаж. Сам по себе вот эти низкие потолки, чердачное пространство. Такое ощущение, как будто вот это вот, но еще очень длинное. Ты посмотри, Да. какое жуткое. Очень Это я призраком говорю. Ладно, нашли мы укромное местечко на самом деле. Здесь? Но я считаю, что оно самое-самое прям для того, чтобы это сделать. Это Давай зеркальце. отличное место для того, чтобы септала. Так, Вот. свечечка 2. Свечечки. Все те же атрибуты. Так, свечки у нас есть.
Неудобно их зажигать. Сейчас. Так. Громкость я сделал. Прием. Мало ли кто-нибудь услышал нас. Так. Духи этого места, свяжитесь с нами. Духи этого места, если вы здесь есть, свяжитесь с нами. У нас есть радиоприемник. Свяжитесь с нами. Духи, это место, скажите что-нибудь. Дайте знак. Я что-то слышу сзади, но это... Все время слышу что-то сзади меня уже. Здесь, если самому в тишину вслушаться, то получится так, что в любом случае ты будешь, додумывать какие-то шорохи, еще чего-то. Сейчас, понятное дело, что это придумка мозга, но стало сейчас прям катастрофически дискомфортно, когда не было света. Как будто при свете звуки утихают, а когда его нет, ты как будто в них сильнее вслушиваешься. Ну, так обычно и происходит. Сейчас мне хочется хотя бы на один этаж пониже спуститься, потому что начало прям немножко давить. Говорю, еще очень низкие потолки. Это тоже так пространство. Так, ну что я могу сказать? Духи с нами связываться не хотят. Ребят, в общем, одну проверку мы попытались сделать на чердаке, на 3-м этаже. Мы сейчас попробуем спуститься вниз и попробуем повторить что-то примерно то же самое внизу. И надеюсь, что нам никто не откликнется, если честно. Такие здесь эти такие. Хлопана! Вот огромные пауки, блядь, потом. Здесь нет огромных пауков. А мы заходили там? Да, с той стороны мы заходили. Смотри. Я предлагаю оставить камеру вот здесь. И пусть она снимает, пока мы ходим дальше. Угу. То есть, короче, ребят, сейчас оставим телефон. Он просто с фонариком. Ну, как бы лучше... У нас пока нету оборудования, поэтому оставим фонарик здесь, на 1-м этаже, на входе. Он будет осматривать весь коридор. Ну вот, не знаю, насколько будет прям видно все, но надеюсь, что будет что-то видно. Вот, а сами пойдем, наверное, на 2-й, обратно, наоборот. Вот, и там попробуем спросить про духов, а здесь попробуем посмотреть, произошло что-нибудь или нет. Так, все, телефон поставили. Предлагаю это сделать где-нибудь вот здесь. Местечко укромное. Есть куда поставить зеркало. Отлично? Отлично. Так. Все. Ставим. Достаньте. Будет очень жутко потом при пересмотре дома с той камеры, да. что там. Я не хочу ничего обнаруживать. Вот это, кстати, самое такое. Ну, когда придет время,
обзаведусь побольше камерами, не нужно это где-то будет брать, доставать, и это будут не телефоны, а много GoPro-шек хотя бы. Тогда я буду, естественно, их расставлять в каких-то там уже дальнейших местах, больше зонах. Включаем свет. Отлично. Опять же я себя вижу. Больше ничего. Так, рация включена. Рация включена. Призраки этого места, ответьте нам. Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Духи этого места, дайте нам знак. У нас есть рация. Попробуйте связаться с нами. Блин, в общем, странная история. Даже шепотов каких-то нет. Я думаю, может быть, мы пришли не в високосный год. Осталось 3 месяца. В общем, ребят, я предполагаю, что вряд ли мы здесь кого-то услышим. Я имею в виду из призраков. Вот. Но на самом деле самое жуткое место не здесь. Здесь есть второй корпус. Сейчас я фонарик чуть переключу. Здесь есть второй корпус, и он, блин, не вижу камеру, так вот, и он намного страшнее. Только вопрос в том, что мы вдвоем, если честно, очень боимся туда заходить, потому что там есть и чердак зона, как и здесь, и есть еще цокольный этаж, тот как раз, который назывался конкретно моргом. Вот. Поэтому туда мы отправимся, но уже, наверное, не одни, и будет, скорее всего, все зависеть от вас. Ребята, подытожу. Короче, атмосфера была дико напрягающей на самом деле. Когда ты представляешь себе вот этот вот на долю секунды, что что-то существует, мозг начинает это вот дообрабатывать, какие-то шорохи усиливает этот момент, и все. И тут у тебя переключается здравый смысл на какое-то безумие, что кто-то сейчас зайдет, кто-то сейчас что-то возьмет, и тебя схватит и утащит вот в этот густой лес. К сожалению, или к радости, ни с чем паранормальным мы так и не столкнулись. Но, как я говорил, это еще не все. На территории больницы есть еще один заброшенный корпус. И если говорить об энергетике, то там атмосфера более нагнетающая и жуткая. Вдвоем идти туда, если честно, страшно и небезопасно. Но я готов буду вернуться в эти жуткие подвалы и этажи. Только здесь все будет зависеть именно от вас. Как только я увижу под видео 100 лайков, я сразу же начну готовиться к этой поездке. А еще подписывайся на телеграм-канал, ведь там будут выпускаться кадры, которые не вошли в основной ролик. Также пиши свои мысли и впечатления в комментариях под видео. Но у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр. И помни, страха нет, он лишь в твоей голове.